Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший творожный пирог. Это будет королевская ватрушка. Готовится проще простого. Для израильтян сразу хочу сказать, что все продукты предоставила мне для этого рецепта сеть деликатесных магазинов Мадан и Мани. Все продукты прекрасного качества. Особенно меня порадовала рикотта своим вкусом, нежностью, свежестью и приятной ценой. Для теста нам понадобится 300 грамм муки, щепотка соли, 10 грамм разрыхлителя, 10 грамм ванильного сахара, 100 грамм просто сахара. Все перемешиваем до однородности. Пошаговый рецепт и в граммах, и в стаканах вы сможете прочитать в описании под видео. В эту сухую смесь мы натираем на терке хорошо охлажденное 200 грамм сливочное масло. И руками все нам нужно перетереть в мелкую крошку. Делать это совсем несложно. Посмотрите, какая крошка по консистенции у нас получается. Теперь готовим начинку. 500 грамм творога. У меня рикотта. Я очень люблю сливочный вкус рикотты. 200 грамм сметаны любой жирности. 10 грамм ванильного сахара. 100 грамм просто сахара и 3 яйца. Перемешиваем просто до однородности ложкой. Если у вас творог комочками, можно его протереть через сито или погруженным блендером, чтобы масса стала однородной. Форма у меня 30 на 20 сантиметров. И дно и бока я выстелила пекарской бумагой. Крошку делим на две неравные части. Одна половина больше, вторая половина меньше. Большую половину выкладываем на дно формы ровным слоем и тыльной стороной ложки утрамбовываем как следует крошку. Делать это совсем несложно. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. Вот такая у нас песочная основа получилась, на нее мы выливаем нашу начинку творожную, на начинку сверху выкладываем ягоды, у меня 250 грамм замороженной черной смородины, я ее не размораживала, и сверху на смородину посыпаем оставшуюся крошку тоже ровным слоем. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Будем печь пирог до румяности 50-60 минут. В моей духовке он пекся 55 минут. Даем ему полностью остыть в форме, а лучше еще подержать пару часов в холодильнике для стабильности. Только после этого убираем форму, убираем пекарскую бумагу, выкладываем на блюдо наш пирог. И сейчас мы его будем нарезать и пробовать. Режется он прекрасно. Он держит форму, он стабильный. А посмотрите, какой красивый кусочек в разрезе. Какой он яркий. Ну что, пробуем. Друзья мои, хрустящая крошка, нежная сливочная начинка с кисленькой смородиной. Это самый вкусный и самый ленивый творожный пирог. Приготовьте.